Привет! А вы знаете, почему все последние попытки хоть как-то приблизить мир в Украине, согласовать хоть какой-то мирный план, все они были неудачными? Правильно, потому что Путин не хочет завершения войны, он хочет ее продолжения, он не хочет останавливаться. Все, что он делал до последнего времени, это было всего лишь отвлечение внимания, попытка как-то затянуть время, чтобы перегруппироваться, набрать силы, наклепать новые танки, ракеты и снаряды. Почему он так делает? Да все просто, потому что Путин и все его окружение, все они живут по каким-то извращенным, уголовным, криминальным понятиям. 24 февраля 2022 года Путин в Кремле дал слово, дал обещание таким же упырям, как он, что он дойдет до Киева, что он захватит Украину там за 3 дня или за неделю. Это уже не важно сейчас. В итоге все это затянулось почти на 4 года, но откатить назад он не может, потому что цели, то есть те обещания, которые он давал своим криминальным дружкам, так и не выполнены, и остановиться он не может, потому что если он сдаст назад, если он остановится, то в глазах его окружения, в глазах его подельников он будет выглядеть весьма некрасиво. Это не приветствуется в той среде, в которой они все находятся, то есть в криминальной среде. Что нужно делать с такими, как Путин и его окружение? Правильно, им нужно как следует дать просраться, потому что такие, как они понимают только силу. Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? Для этого нужно вооружать Украину, нужно давать больше дальнобойного оружия, снимать все ограничения на удары по территории России, по военным объектам. Нужно вводить более жесткие, точечные и действенные санкции в отношении компаний, в отношении тех лиц, которые причастны к началу войны, которые имеют отношение к российской власти. Тогда, может быть, они что-то поймут. Ну и, разумеется, нужно предпринимать более жесткие, серьезные меры в отношении самого Путина и действовать в отношении него как в отношении международного террориста. Нужно делать все, чтобы он перестал находиться на том месте, на том посту, на котором он находится сейчас. Это очень важно для мировой безопасности. У меня на этом все. Это был майор в отставке. Подписывайтесь на мои каналы в YouTube и в Телеграме. Там много чего интересного и полезного. Ждите новых выпусков. Всем удачи, всем пока. Берегите себя.